Путин призвал бороться с майнерами, россиянам хотят запретить ходить в спортзалы, а власти Татарстана выпустили пособие по избиению жен. Это проект канала «Продолжение следует». С вами Аня Жукова, и сегодня я расскажу вам, что же кринжового произошло в России за последнее время. Но перед тем, как мы начнем, подпишитесь, пожалуйста, на канал, включите колокольчик и поставьте лайк этому видео. А еще можете поделиться этим видео со своими друзьями и родственниками. Все это очень поможет мне обогнать Павла Коныгина. Мне не очень понятна эта фраза. А если хотите поддержать канал финансово, в описании вы найдете ссылки на мой Бусти, Patreon и закрытый телеграм-канал с бэкстейджем и кринжовыми новостями. Минутка рекламы закончилась, так что поехали! Эта неделя началась с масштабного отключения электричества сразу в нескольких регионах России. На Ростовской АЭС произошел какой-то сбой, из-за чего один из блоков отключился. Без света остались в том числе жители Ставропольского края. Что же сделал мэр местного городка Невинномысска Михаил Миненков? Извинился перед жителями за неудобства? Сделал что-то, чтобы помочь людям? Ну, конечно, нет. Вместо этого он призвал жителей не скулить и вспомнить, через какие лишения проходили наши прадеды во время борьбы с Гитлером. Не оставались мы вообще без света, просто перебой был в одном микрорайончике час, в другом час, постоянно переключали. Много людей, много мнений. Я поддерживаю сегодня одно мнение. Я написал уже, что хватит уже скулить. Какие-то тепличные мы стали. Поедьте в Шебекино, посмотрите, как они там без света живут, заявил чиновник. Об электричестве высказался и Владимир Путин. Он заявил, что в России могут начаться перебои с электричеством из-за майнеров. Отдельный вопрос касается так называемых криптовалют. Они не являются денежными единицами в обычном понимании, но все чаще используются в мире как средство платежа в международных расчетах. В свою очередь, добыча или так называемый майнинг цифровых валют может производиться фактически в любой точке планеты. Я работаю в криптовалюте. Где вы работаете? В криптовалюте. Вы майнингом занимаетесь? Ну, примерно. А где вы берете электроэнергию для майнинга? Путин утверждает, что из-за майнеров в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье уже есть нехватка мощностей. Вопрос на самом деле острый и чреват серьезными последствиями для предприятий систем ЖКХ конкретных городов и поселков. Путин призвал принять меры и решить вопрос законодательно. Перемещаемся на мою родину, в Пермский край. Моя подруга Маша из проекта Пермь 36,6 Привет, мои сексуальные пермячки и пермячки. выпустила расследование про мэра небольшого городка Оса. Это Григорьев Алексей Вадимович. Он глава Осинского района, важного муниципалитета на юге Пермского края. Алексей единорос, путинист, зетник, сторонник традиционных ценностей и свингер. Опа. Алексей Григорьев оказался тем еще лицемером. На работе он призывал парней идти воевать, писал посты о погибших жителях Осинского района и горевал по ним. Топил против ЛГБТ и пропагандировал традиционные семейные ценности. Тайне же Григорьев организовывал и участвовал в свингерских оргиях. Развлекался мэр в том числе после похорон погибших в Украине земляков и в годовщину начала войны. Чтобы все это выяснить, Маша вступила в свинг-клуб и месяц общалась с его участниками. Если хотите узнать подробности, заходите в наш YouTube-канал Пермь 36,6 и смотрите наше новое расследование. Лицемером оказался и бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев. Комикеса Надежда Шаклина на одном из шоу призналась, что 12 лет назад была любовницей чиновника. Ты можешь рассказать, ты была любовницей губернатора, сколько это продлилось? 6 месяцев. 6 месяцев. Я была молода и глупа. Да все нормально, мы не сколько лет осуждаем. было это? Да, 20 либо лет. молодая и 20 пиздец лет. хитра. Давайте посмотрим, кто 12 лет назад был губернатором Чебоксар. В то время Игнатьев создавал себе образ примерного семьянина и топил за пресловутые семейные ценности. Девушка призналась, что решилась рассказать об этом только потому, что Игнатьев уже мертв и ничего не сможет ей сделать. Спокойно могу об этом говорить, потому что он уже мертв. Вот такие они, борцы за традиционные ценности. В прошлом выпуске я рассказывала про еще одного такого борца. Подумав, что перед ним геи, мужчина угрожал изнасиловать их. Если не смотрели предыдущий выпуск, вот тут будет ссылочка. А вот еще одна новость из Чувашии. Там герой СВО вернулся с фронта и пошел нравоучать всех в местную пятерочку. А я там сброю свою проливаю. В перерывах между укорами, что все, кроме него, сыкуны, сидят дома, а он за них убивает людей, герой, конечно же, интересовался, где тут водка.
Не устану повторять, что вот это Владимир Путин называет новой элитой России. Подлинная, настоящая элита. Еще один представитель новой элиты расстрелял детей. Произошло это в хуторе Угольском Волгоградской области. Дети просто гуляли на улице и слушали музыку через колонку. В это время герой бухал у себя дома вместе со своим братом, тоже героем, и с какой-то женщиной. Освободителю музыка детей не понравилась. Беспонтовая музыка. На самом деле, очень плохая музыка. И он вышел на них с пистолетом. Когда дети побежали, он начал беспорядочно стрелять по ним. В итоге 12-летний мальчик получил ранение ноги. Когда за представителем новой элиты пришли полицейские, он сначала все отрицал, но затем сознался. Перемещаемся в Татарстан. Там тоже произошло много кринжа. Например, местные зет-активисты додумались отправлять на войну котов. Вот этот с виду милый дедок похвастался, что отправил на фронт 4 своих котов. Там они якобы должны ловить мышей и расслаблять военных. Сейчас клей, он не помогает. Если клей жидкий, мышь пробегает, он пачкает постель. И можно берцами туда наступить. А кошки-то не всегда не есть кошки. Кошки, кошачьего запаха, мыши боятся. Отдельно мне очень нравится вот этот кусок. Ну а коты, вот они, знаете, это домашний живот. Во-первых, он успокаивает солдат нервную систему. Во-вторых, теплый, родной из Татарстана для своих ребят вот присылаешь. А донецкие коты, они тоже коты, но, к сожалению, они бегают по полям, а там, вы сами знаете, очень много погибших бойцов. Вот поэтому мы взяли нашу тему. Дедуль, разочарую, может быть, но если донецкие коты не прочь полакомиться нашими мальчиками, глупо думать, что коты из России какие-то другие. Ну, вкусно. Вкусно. Вкусно? Ну, не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. На самом деле это все, конечно, ужасно. Я про отправку котов на войну. Самое настоящее жестокое обращение с животными. Еще в Татарстане на этой неделе отличилось государственное издание «Татар-Информ». Эти гении выпустили ролик с названием «Можно любить жену». И что вы думаете? Оказалось, что можно, но делать это нужно правильно. На видео имам Казанской мечети Ирек Тимур Камаев сначала говорит, что избивать жену нельзя, и рассказывает про другие способы донести до супруги, что она делает что-то не так, а муж недоволен. Например, имам советует начинать с воздействия на супругу с увещевания. Если это не помогает, то необходимо использовать разделение спального ложа. Но в конце Камаев все-таки говорит, что в крайних случаях жену можно побивать и дает советы, как это делать. Жена, во-первых, должна понять, что она делает что-то не так. В каком плане? Например, есть мисвак, палочка маленькая, которая мусульман, да, и вот аккуратно жене пару раз ударить мисваком, когда рука работает только от локтя, то есть не полностью плечевой сустав работает, а от локтя, маленькими ударами. После того, как вокруг ролика разгорелся скандал, пропагандисты заявили, что все это манипуляции и попытки разжечь межнациональную ненависть. А в Духовном управлении мусульман Татарстана заявили, что между избиением и побиванием жены есть огромная разница. Ну да, как между взрывом и хлопком. Выполз на этой неделе Иван Охлобыстин. В интервью он заявил, что нужно уничтожить Украину, но украинцев уничтожать не надо, потому что это такие же русские, только нацисты. Украинцы те же самые русские, просто нацисты. Да что ты, черт побери, такое несешь? Без комментариев, поехали дальше. Сбербанк обвинили в пропаганде ЛГБТ среди детей. Все из-за детской банковской карты, на которой изображен единорог с радужной гривой. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина накатала обращение на имя главы Сбербанка Германа Грефа. Это тот, что недавно устроил модный приговор таксистам на Алтае. Рот откроешь, и тебя здесь больше никогда не пишут, понял? Останина утверждает, что ей пишут разъяренные родители и просят сделать что-то с экстремистской символикой. Я никогда не понимала этого феномена, когда люди уверены, что радуга или что-то еще может изменить ориентацию. Давайте проведем эксперимент. Пишите в комментариях, захотелось ли вам после этого сменить ориентацию. В Питере глава муниципального образования Горелого единорос Дмитрий Иванов решил подарить людям чесночный соус Хайнц. Отлично! Я давно это хотел. Получить подарок могли не все, а только инвалиды, малоимущие, ну и, конечно, герои СВО и их семьи. Ну и напоследок совсем уж маразм. Оказалось, что ходить в спортзалы противоречит традиционным семейным ценностям. По крайней мере, в этом уверена член Совета Федерации Ольга Кавитиди. По ее мнению, для России очень важно сохранить традиционный институт семьи. А мужчины сегодня забыли, что они кормильцы, а женщины – берегини. Мужчина должен работать, приносить деньги в семью. А наши мужчины где сегодня? Они в спортзалах, они смотрят на красоту своего тела.
like my 2 bad cocks? Piercing is $300. Do you like amazing sex? Stick your finger in my ass. У нас сегодня мужчин в салонах красоты больше, чем женщин. Такие дела. Это было все на сегодня. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. А если хотите видеться чаще, жду вас в телеге. До следующей недели. Пока.